Всем здравствуйте! Продолжаем вязать нашу ажурную кофточку цвета баклажан. Если вы еще не видели первую часть, то в описании под видео есть ссылка. Присоединяйтесь к нам. Девочки, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, я вязала эту кофточку из пряжи вискоза. Она достаточно скользкая. И у меня есть прекрасный способ, чтобы соединять кончики таких скользких пряж и аккуратно прятать их. И в описании под видео я тоже вам оставлю ссылочку на мастер-класс. Итак, в прошлой части мы с вами связали тело и рукава у кофточки, а также все объединили и сделали первый круг убавок. Сегодня мы продолжим вязать кокетку, выполним кетлевку и обвязку горловины, а также планки с петельками и с пуговками. Будем приступать к вывязыванию кокетки. Кокетка будет вязаться резинкой 1 лицевая на 2 изнаночных. Петли будем вязать скрещенные, так же как в резинках, на манжете и по низу изделия. Кромочную снимаем, начинаем с изнаночной, затем 1 лицевая и дальше по рисунку 2 изнаночных, 1 лицевая и так до конца ряда. У меня на спицах 327 петель. Количество петель должно быть кратно 3 плюс 2 кромочных. У меня 1 петля лишняя. И когда останется провязать 4 последних петли, то мы провяжем 2 петли вместе лицевой, затем изнаночную и кромочную. Я довязала ряд до конца. Вот посмотрите, в конце у меня связано здесь вот 2 вместе лицевой. И я закончила ряд изнаночной и кромочной. То есть начало и конец ряда у меня одинаковые. Дальше мы разворачиваем наше вязание и вяжем изнаночный ряд. Также все петли скрещенные за заднюю стенку на необходимую высоту. Это 2/3 от высоты регланной линии. Я вывязала уже почти всю высоту кокетки. Вот смотрите, у меня 12 сантиметров связано. Мне нужно 14. Это 2/3 от высоты регланной линии. Как я уже говорила, регланная линия — это 1/4 обхвата вашей груди. Смотрите, и сейчас мы сделаем убавление, а потом провяжем еще 2 сантиметра, то есть недостающие 2 сантиметра, чтобы была высота 14. Убавление будем вязать в изнаночном ряду. Снимаем кромочную. Провязываю 1 лицевую, 1 изнаночную, как по рисунку, и следующую пару лицевых вяжу вместе, также скрещенными. Опять же 1 изнаночная по рисунку. И следующую пару лицевых мы вяжем по отдельности. 1 изнаночная и эта пара лицевых опять вместе, то есть мы чередуем. Убавляем сначала дорожку из лицевых, потом не убавляем, затем вновь убавляем. И так до конца ряда. Я провязала вместе лицевые дорожки через 1 раз. И дальше я вяжу еще 2 сантиметра по рисунку, чтобы у меня получилась общая высота кокетки 14 сантиметров. Измеряем от ажурного узора. Я провязала 2 сантиметра. Давайте измерим длину. Она равна 14 сантиметрам. Ажурный узор тоже входит в эту длину. Выполним еще 1 ряд с убавками. Убавки делаем в изнаночном ряду. Мы будем сокращать оставшиеся лицевые дорожки, и резинка кокетки перейдет в резинку 1 на 1. Я закончила ряд с убавлениями. В итоге у меня резинка перешла в резинку 1 на 1. И дальше мы будем выполнять росток. Делаем его следующим образом. Складываем наши полочки друг с другом. Расправляем петли. Кладем вот так вот ладошку. И отделяем петли. У меня получилось по 11 петель с каждой стороны. Затем ищем центральную петлю. Вешаем на нее маркер и в одну сторону от центральной петли отмечаем 2 раза вот это расстояние, то есть 11 и 11, и во вторую сторону 11 и 11.
И теперь между вот этими голубыми и между вот этими розовыми маркерами будем выполнять укороченные ряды для ростка. Росток я буду вязать 4 сантиметра. Мы должны оценивать. У меня всего 21,5 сантиметра наша регланная линия, то есть 14 уже у меня связано. Осталось связать еще 7. Сантиметра 3 у меня будет воротничок, кетлевка. И на росток остается, то есть примерно 4 сантиметра. Вот 4 сантиметра я и беру. В 4 сантиметрах у меня 16 рядов. Количество рядов берем четное. Эти ряды я делю пополам, получаю 8. Поэтому должно быть 8 голубых маркеров с одной стороны и 8 розовых маркеров с другой стороны. Это будут точки разворота для ростка. 2 маркера уже висят, осталось повесить еще 6. Между маркерами у меня по 76 петель. То есть у меня между голубыми маркерами 76 петель и между розовыми маркерами тоже 76 петель. Я эти 76 петель делю на 7 участков, так как мне нужно повешать 6 маркеров, и они разделят наш отрезок на 7 участков. 76 делю на 7, получаю 10 и 8 петель. Ну, число петель нечетное, поэтому я буду чередовать, отступая то 10, то 11 петель. Я развешала все маркеры. Вот у меня 8 голубых маркеров, 8 розовых. И сейчас мы будем формировать росток. Кстати, центральный маркер нам больше уже не нужен, я могу его убрать. Росток вяжется очень просто. Я сейчас буду вязать ряд не полный, а вот до голубого маркера. Потом развернусь до розового. Опять развернусь до этого голубого. И таким образом каждый ряд у меня будет короче предыдущего. То есть сначала идут длинные ряды, потом все короче, короче и короче. Точки разворота можете делать любым удобным для вас способом. Я буду делать немецким, когда петля так натягивается на спицу. И как бы петля, получается, состоит не из одной душечки, да, вот как здесь вот петля, такая как бы одна ниточка, а из 2 ниточек. Сейчас я вам покажу, как это делается. То есть сейчас я вяжу до самого дальнего голубого маркера и выполняю точку разворота. Я довязала до последнего голубого маркера, то есть практически до конца ряда. Разворачиваю вязание, маркер убираем. И теперь будем выполнять точку разворота. Рабочую нить направляю вперед. Завожу спицу под рабочую нить и сверху в петлю. И затем рабочую нить вот таким образом натягиваю, и петля у меня как бы состоит из 2 таких петелек, но она считается как одна. И все, и дальше продолжаю вязать по рисунку до самого-самого дальнего розового маркера. То есть мы всегда развернулись, вяжем либо до дальнего голубого, либо до дальнего розового, пока не исчезнут все маркеры. Точки разворота выполняются очень просто. Давайте я вам покажу, как бы выполнилась точка разворота, если бы у нас шла петля изнаночная. То есть мы сейчас развернулись, у нас шла петля лицевая, а изнаночная, если петля, то мы разворачиваемся следующим образом. Также рабочая нить впереди, ввела спицу под рабочую нить и в петлю сверху, сняла и натянула. И тоже так же получила 2 душечки как бы вместо одной петли. Все, таким образом вывязываем весь росток. Я уже довязала до последнего маркера, до розового. Снимаю маркер. И теперь мы разворачиваем вязание. И сейчас буду вязать ряд до самого конца. И покажу, как провязывать вот эти петельки, которые у нас получились двойными. Я довязала до вот этой вот петли, которая состоит из нескольких ниточек. Она у меня изнаночная. И я ее вяжу за переднюю стенку изнаночной классической петлей. И дальше продолжаю вязать по рисунку. В тех местах еще, где висели маркеры, есть небольшие растяжения, ну вот такие вот.
Их легко поправить, подтянув петлю. Сейчас довяжем до следующей точки. Она у меня как раз лицевая. Я покажу, как ее провязывать. Довязала до следующей сдвоенной петельки. Она у меня лицевая. И я ее вяжу за переднюю стенку. И дальше по рисунку. И таким образом довязываем ряд до конца. Затем поворачиваем изделие изнаночной стороной себе и вяжем еще один ряд до конца, избавляясь от двойных петелек по второй половинке кофточки. Я избавилась от всех сдвоенных петелек. Вот получился росток, его немножко видно. Он 4 сантиметра. И вся, так скажем, регланная линия у меня вывязана. То есть осталось как раз еще 3 сантиметра на кетлевочку и на обвязку. Смотрите, сейчас мы будем делать последний ряд с убавлениями. Эти убавления будут зависеть от количества петель на спицах. Здесь можно провязывать их следующим образом. Смотрите, если чересчур много петель на спице, то есть кофточка широковатая, то необходимо ее подсобрать более сильно, и мы провязываем либо все петельки парами, если кокетка достаточно широкая, если кокетка не сильно широкая, то есть это еще зависит от того, какой вырез вы горловины хотите получить, совсем близко к шее или чуть посвободнее. Я буду провязывать петли следующим образом. Изнаночную одну провязываем в начале. Затем я 2 петли вяжу вместе за заднюю стенку лицевой скрещенной. То есть изнаночную дорожку я сократила. Следующие 2 петли вяжем по рисунку. Затем вновь 2 петли вместе. А можно все петли вязать парами. Я вяжу 2 петли вместе, 2 по отдельности, 2 вместе, 2 по рисунку. И так до конца ряда. Я провязала ряд с убавлениями и теперь буду закрывать петли. Закрывать петли буду, провязывая их парами. У меня сейчас идет изнаночный ряд, поэтому провязывать буду изнаночными. Провязала 2 петли вместе, возвращаю петлю обратно. Таким образом закрываем все петли. Я закрыла петельки. Вот такая косичка получилась по лицевой стороне. Последняя петля у меня осталась. Я сейчас буду выполнять ложную кетлевку. У меня на канале есть подробный мастер-класс, как ее выполнять. Здесь я покажу более ускоренно, а ссылку на подробный мастер-класс оставлю в описании. Смотрите, я буду в каждую петлю ряда вводить крючок. В ряду есть кромочная, вот я ввожу крючок под кромочную и захватываю петлю, подтягиваю. Следующая петля идет изнаночная, ввожу в нее крючок. И мне нужна будет контрастная нить, чтобы я видела протяжки, которые образуются по изнаночной стороне, потому что потом мы будем подхватывать их. И выполняю первую петлю. Дальше у меня идет лицевая и изнаночная, провязанные вместе. Вот я ввела крючок сначала в лицевую, затем в изнаночную. И опять же контрастную нить подкладываю, чтобы была видна протяжка. Получаются по лицевой стороне соединительные столбики. Мы потом их будем вот так подхватывать и набирать петли. А по изнаночной стороне остаются протяжки, под которые мы тоже будем вводить крючок и подхватывать петли. Таким образом прокладываем соединительные столбики через всю горловину. Я провязала соединительные столбики по всей горловине.
По изнаночной стороне у меня все протяжки отмечены контрастной нитью. Смотрите, вот у меня связано в изнаночную петлю соединительный столбик. Я вяжу еще одну как бы воздушную петлю, разворачиваюсь и теперь под эти протяжки буду вводить спицу и набирать петли. Можно это делать, кстати, и при помощи крючка. То есть вот под протяжку ввожу и затаскиваю петлю. И сразу же надеваю ее на спицы. Спицы используем те же, какими вязали основное полотно. То есть если протяжки у вас не тугие, можете подхватывать просто спицей. Если протяжки тугие, то используйте вот таким образом для помощи себе крючок. Вот таким образом поднимаем петли и вяжем 2 ряда лицевой глади. Я провязала 2 ряда лицевой глади. Теперь мы можем просто выдернуть вот эту вот нить. И теперь переходим на подъем петель по лицевой стороне. Рабочую нить обрезать не нужно. Берем также спицы 3 мм и подхватывать будем вот эти вот соединительные столбики за обе стенки. Опять же, если петли связаны туго, то можно для помощи себе использовать крючок. Набираем петли и также вяжем 2 ряда лицевой глади. Я связала 2 ряда лицевой глади по лицу изделия. И теперь нам необходимо вот обе эти планочки соединить между собой. Для этого мы будем вязать по 2 петли вместе. Я уже связала несколько петель. Вяжу их следующим образом. Резинкой скрещенной 1 на 1. То есть чередуем сначала 2 петли вместе лицевой, затем изнаночной. То у меня сейчас идет лицевой. Резиночка скрещенная, я подхватываю петлю с одной спицы за заднюю стенку, со второй спицы за заднюю стенку и провязываю сначала первую петлю, затем вторую и обе ниточки скидываю. Также вяжем изнаночную. Подхватываю с одной спицы за заднюю стенку, со второй спицы и провязываю изнаночной классической сначала первую петлю, затем вторую и с каждой спицы скидываю петли. Сейчас довязываем таким образом ряд до конца, а потом вяжем скрещенной резинкой 1 на 1 на высоту планочки примерно 3 сантиметра. Я связала 7 рядов резинки скрещенной. Вот так выглядит кетлевка. Это лицевая сторона. Сейчас я свяжу 4 ряда полой резинкой и затем закрою петли иголочкой. Такой способ закрытия, я думаю, всем известен, и у меня на канале есть мастер-класс, я ссылочку оставлю в описании. Полую резинку мы тоже вяжем как скрещенную. То есть, смотрите, изнаночные петли я снимаю, нить перед работой, а лицевые вяжу скрещенными. И таким образом на протяжении 4 рядов. А затем закроем петли иголочкой. Я закрыла петельки планочки, точнее обвязки горловины. Вот так все получилось. Очень аккуратно, очень красиво. И теперь мы переходим на набор петель для планочки. Смотрите, вот у меня осталась нитка, которой я закрывала петли. Я ее не обрезаю, я и продолжу набор петель. Набирать петли будем, подхватывая кромочные петельки за обе дужки. Обязательно начинаем с той стороны планки, где будут пуговицы. Я ввожу спицу, также 3 мм, под обе дужки кромочной петли и вытаскиваю первую петлю. Затем делаю накид. Вторую кромочную подхватываю за обе дужки, вытаскиваю петлю, накид. Следующую кромочную и таким образом после каждой петли выполняю накид. Таким образом набираем все петли. Я набрала петли, после каждой петли выполняла накид.
Теперь разворачиваем изделие изнаночной стороной к себе. И также вяжем планочку, как мы делали по горловине. Будем вязать 7 рядов скрещенной резинкой. Смотрите, как будем провязывать накиды. Так, кромочную я петлю сняла. И накиды вяжем лицевой скрещенной, а петли вяжем изнаночной скрещенной. Накиды лицевой. И дальше будем вязать уже по рисунку скрещенной резиночкой 1 на 1. У меня получилось связать 7 рядов. И затем точно так же буду закрывать петли. То есть 4 ряда полой резинкой из скрещенных лицевых. И затем закрою все иголочкой. Я довязала планку, закрыла все петельки. И уже повешала маркеры для разметки пуговиц. Смотрите, 2 первых маркера я повешала ближе, чтобы пуговки были рядом, а все остальные через равные промежутки. От начала планки я отступила 2 лицевых дорожки и изнаночную пометила. Здесь у меня по 13 лицевых дорожек разница между пуговицами. А здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь 7. Теперь мы точно так же набираем петли для второй планки. У меня планка 7 рядов, то есть лучше вязать нечетное количество, чтобы был центральный ряд, в котором будем делать петли для пуговиц. У меня 7 рядов, то есть середина — это 4-й ряд. И я сейчас вторую планку провяжу на 3 ряда, и в 4-м ряду будем делать петельки для пуговиц. Вот у меня провязано 3 ряда, идет 4-й ряд, он лицевой. И сейчас будем выполнять петли для пуговиц. У меня низ изделия. Мы смотрим по нашим маркерам, что мне нужно от низа отступить 2 лицевые дорожки и в 3-й начать вязать петельку. У меня небольшие пуговки, поэтому петельки я буду делать через накид. Кромочную снимаю, вяжу скрещенную резинку. Первая лицевая дорожка. Вторая лицевая дорожка. И посмотрите, у меня вот вторая лицевая дорожка. И я эту вторую лицевую дорожку вяжу 2 вместе со следующей изнаночной петлей. Вот у меня 2 лицевые дорожки. И дальше я делаю накид. И затем продолжаю вязать скрещенную резинку. Вот у меня тут будет отверстие для пуговки. Нужно сейчас провязать 12 лицевых дорожек и 13-ю лицевую дорожку провязать вместе с изнаночной. У меня до следующей пуговицы как раз 13 лицевых дорожек. Таким образом выполняем все петельки. Я довязала ряд до конца. Теперь разворачиваем вязание. И накиды, которые мы сделали в лицевом ряду, будем провязывать просто лицевыми петельками, не скрещенными. Я сейчас подойду к первому накиду. Вот он у меня накид. И я его провязываю просто лицевой, не скрещенной. То есть у меня должно получиться отверстие. И дальше вяжем по рисунку. Таким образом провязываем весь ряд до конца, выполняя накиды обычными лицевыми петельками, не скрещенными. А уже в следующем ряду вот эту петлю, которая образовалась из-за накида, будем вязать скрещенной. Все таким образом довязываем планку. Она тоже будет всего из 7 рядов. Затем 4 ряда скрещенной полой резиночки и закрываем петельки иголкой. Я довязала планку и уже начала пришивать пуговицы. Пуговицы обязательно пришивайте с потайной, чтобы пуговка не провисала. И чтобы начать шитье без узелка, нужно взять двойную ниточку и оба хвостика продернуть в ушко, а на конце останется петелька. Этой петелькой я фиксирую пуговку.
И теперь пришиваем на место, отмеченное маркером. Я пришиваю на уровне 4-го ряда. Таким образом пришиваем все пуговки и также не забываем пришить пуговки по рукаву. Просто делаем нахлёст друг на друга и пришиваем пуговки сначала первую, вторую, потом по центру и затем 2 последние вот в эти места. Наша кофточка полностью готова. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать пальчики вверх, мне это будет очень приятно. Задавайте свои вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. До скорых встреч, всем пока!